Здравствуйте, дорогие наши зрители! В интернете можно найти множество роликов про недостатки образования в семье Тепляковых. В них подробно разбираются ошибки, но не говорится о том, что надо делать. Нет единой картины, чтобы можно было понять, что же нужно для гармоничного развития личности ребенка. Я хочу показать разницу в подходах в образовании. Сравнивать буду два отношения к обучению. А что из этого развитие, а что дрессировка, решайте сами. Мне важно, чтобы воспитание и образование помогало ребенку максимально раскрыть свой потенциал. При этом главная заповедь – не навреди. Когда я решала, что подходит моим детям, то опиралась на знание психологии о том, как формируется мышление и личность ребенка, и о представлениях о ведущей деятельности. Меня интересовали биографии успешных людей, например, Ричарда Фейнмана, американского физика, одного из создателей квантовой электродинамики, лауреата Нобелевской премии по физике. Фейнман много писал о своем детстве и о том, как с ним занимался отец, а еще о своих наблюдениях за студентами и о том, что, по его мнению, позволяет одним быть по-настоящему умными, а другим оставаться на уровне зубрежки. Давайте послушаем, что говорит Ариса Теплякова про одаренных детей. Что же такое обучение ребенка и когда ребенок становится одаренным? Одаренный ребенок – это дарование судьбы или же, наоборот, тяжкая забота, обязанность. Ну так вот, ответ не то, ни другое. Одаренный ребенок – это плод труда. Если вы его обучаете, ставите ему правильный уровень, идете с нужной ему скоростью, тогда он и становится одаренным. Алиса говорит о принципах, которые продвигаются в их семье. Ребенка обучают, ставят ему правильный уровень, идут с ним с нужной скоростью и получают одаренного ребенка. Есть много определений одаренности. Мне больше всего нравится такой. Одаренность – это соединение трех компонентов. Выдающиеся способности, творческое начало и мотивация. В нашем развивающем центре «Дар» Детская академия развития мы работали с детьми, их уровень и возраст был очень разным, и мы пришли к выводу, что неталантливых детей не бывает. Для каждого человека важно, что нашелся тот, кто по-настоящему разглядит в тебе талант и что-то ценное и окажет этому поддержку. У нас занимался ребенок, который ходил на наши занятия с года. Никогда не отличался ни усидчивостью, ни терпением. Если чем-то заинтересовался, то очень ненадолго. В современном мире, скорее всего, ему бы поставили диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивность, СДВГ. Нам никак не удавалось заинтересовать его хоть чем-то. Ни танцы, ни лепка, ни рисование его не увлекали. То же происходило при работе с материалами Монтессори. И вот, когда этому ребенку было уже 5 лет, мы установили в нашем центре стол для рисования песком. И когда он увидел этот стол, его словно подменили. Что сыграло свою роль, сказать сложно. То ли подсветка стола, то ли то, что когда ведешь пальцами, остается светящаяся дорожка. И тут появилось все. И внимание, и усидчивость, и память. Ребенок в один момент превратился в творца картин и сюжетов. У него все получалось таким красивым и талантливым. А через это уже пришло все остальное. Так происходит у многих детей, когда они видят предмет или явление, которое сразу поражает их воображение, будь то шахматная доска, скрипка, мольберт, к которым их потом притягивает как магнитом. Ребенок замирает, затаив дыхание. Задача обучения ребенка непростая. Нужно одновременно решить две противоречивые задачи. С одной стороны, передать накопленный опыт, чтобы новое поколение заново не изобретало велосипед. С другой, ребенка нужно научить мыслить самостоятельно. Идейным вдохновителем европейской системы образования считается Жан Пиаже. И он говорил: давая ребенку исчерпывающее объяснение, мы лишаем его возможности собственных открытий. Поэтому, чем больше мы даем ребенку готовых моделей решений, тем больше шаблонов накладываем, и тем труднее ребенку выйти из усвоенных схем и создать что-то новое. Вот, например, как Алиса занимается с младшими. Будем с тобой тыкать. Будешь? Козик. Да. Игру. В игру с фигурками. Вот сюда нужны квадратики. Вот сюда. Помоги Хоппи рассортировать Тык. печенье на И полку. вот сюда неси. Вот сюда, на полочку. На полочку.
Молодец. В таком возрасте вокруг ребенка должна быть предметная среда. Кубики, конструкторы, мячики, колечки, разные поверхности. Задача этого возраста – исследовать окружающую среду, изучать свойства предметного мира. Ребенок познает мир, воздействуя на среду, манипулируя, бросая, ощущая. Хорошо, если вокруг ребенка будет материал, подобный тому, что используется в системе Марии Монтессори. Главный принцип этого подхода, что все открытия ребенок делает сам. Здесь же ребенку совсем не дают думать самостоятельно, а сразу говорят, что и как делать. При этом еще переводят его в плоский мир вместо объемного, что существенно ограничивает формирование пространственного мышления. Вместо такого развитие, наоборот, должно быть таким. Теперь о том, что же такое зона ближайшего развития. В основе современного российского подхода к образованию лежит идея Льва Семеновича Выгодского о зоне ближайшего развития. По этому принципу сейчас построено большинство образовательных программ в России. Согласно этому принципу, то, что ребенок не может сделать сам, он может сделать со взрослым. Участником процесса образования становится постоянный руководящий и авторитетный взрослый, родитель или педагог. При этом подходе ребенку очень трудно выучиться мыслить самостоятельно. Чем раньше ребенок встречается с готовыми моделями мышления, тем сложнее ему выйти за их пределы. Говоря о зоне ближайшего развития, Евгений Тепляков любит приводить в пример Эйнштейна и других выдающихся ученых. Но, насколько мне известно, родители Эйнштейна, Гаусса, Феймана никогда не слышали ни о зоне ближайшего развития, ни об образовательной траектории. Образовательная траектория и зона ближайшего развития – два любимых термина Евгения Теплякова. А вот пример развития в духе Феймана. Ребенку 3 года, он спрашивает, откуда взялись деревья. Мама подводит его к дереву и говорит: давай во всем разберемся, все рассмотрим, ничего не объясняя. Они рассматривают дерево, семена, растения, маленький росток рядом с деревом. Ребенок, рассмотрев все это, говорит: тут я все понял, семечко упало с дерева, попало в землю и начало расти, и выросло дерево. Мама говорит ребенку, что он молодец и все понял сам. Тут ребенок отвечает: нет, ты меня не поняла. Откуда тогда взялось первое семечко? Когда ребенок 5 лет говорит папе: папа, а ты знаешь, что север находится на севере? Для взрослого это очевидно. Для ребенка это грандиозный шаг в формировании мышления. Он научился различать направления и стороны света. У него великолепно формируется пространственное мышление. Но как развить ребенка, чтобы получить такой результат? Нужно воспитывать пытливость ума. Еще один важный принцип развивающего обучения. Детям предлагается усваивать ту информацию, которую они могут сразу использовать и проверять на собственном опыте. Да. Тисей, какая буква? Какая буква? К. Дальше. О. Дальше. Б. Т, да? Т. Т. Фуся, как читается? Коп. Молодец, нажимай. П. Здесь мама обучает детей по буквенному чтению. И опять это на экране компьютера. Отсутствует сенсорный опыт, которым в этом возрасте как раз способствует развитию интеллекта. Чтение нужно ребенку тогда, когда он понимает прочитанное, и прочитанное стимулирует его воображение, процесс познания и суждений, приводит его к тому, что задается новый аспект изучения мира. Побуквенное чтение – отличный выбор, но она дает это слишком рано, использует плоский экран компьютера. Хочу рассказать здесь об одном гении, который выучился читать в 4 года. Его любимая бабушка обожала смотреть по телевизору передачу «Поле чудес». 500 очков. Буква Я. Какая? Я. Я. Не, я вместе с вами жду, когда ее открою, не более того. Ребенок обычно играл в той же комнате, и всем казалось, что он мало интересуется тем, что происходит на экране. Его никто не учил читать, и тут оказалось, что он знает все буквы. И кроме того,
самостоятельно вывел способы чтения и зачитал. Дальше сам брал книги с большими буквами и читал. Тут уже стал привлекать взрослых, чтобы они помогали ему осваивать чтение. Ребенок, выбирая себе деятельность, интуитивно чувствует, что уже способен освоить. Ему не нужна внешняя мотивация. Задача взрослых – создать вокруг ребенка развивающую среду. Сам предметный мир мотивирует ребенка исследовать. Взрослый наблюдает и общается с ребенком, задавая вопросы, что ты хочешь сделать, что из этого можно собрать, что из этого может получиться, на что похоже, попробуй еще что-то. Взрослый не дает правильных ответов и решений. Не превращает жизнь ребенка в сплошной экзамен, задавая вопросы. Это какого цвета? Это какая буква? Это какая форма? Правильно. Вместо этого взрослый рассказывает ребенку о том, что он спрашивает. Инициатива развития принадлежит малышу, а не взрослому. И да, это важно. И в 2, и в 3, и в 4, и в 5 лет, и до 12 мы читаем детям вслух. Это совет тем родителям, для которых важно, чтобы познание ребенка было неотрывно связано с осмыслением того, что он узнает. И вот еще пример занятия в семье Тепляковых. Здесь я хочу обратить внимание на руки детей. Мелкая моторика сильно отстает от той деятельности, которую вынужден делать ребенок. За 1 на 2. Теперь 1 на 2. Теперь 4 на 2. Так писать очень вредно. Дети пишут с сильным нажимом, то есть рука, спина, суставы в этот момент работают неправильно. Это приводит к мышечным зажимам и многим другим неприятностям. Кисточка и пластилин – это то, что нужно детям в этом возрасте. Я рассказываю про предел... Мама, я рассказываю про предел функции для тебя. Что будет, если 1 делить на x? X будет стремиться к нулю. Если x будет стремиться к нулю, то частное будет стремиться к плюс бесконечности. Вот представим, что большое число это а, например, 1000, а маленькое число это b. И для любых иксов больше нуля, но меньше b, 1 делить на x будет больше, чем наше число. То есть в нашем случае больше, чем 1000. Этот ролик для того, чтобы показать успехи метода Тепляковых. Но вместо этого он пугает тех, кто знает математику. То, что говорит Алиса, это просто математическая каша. Слышать такие слова от маленького ребенка забавно. Но на этом все. Смысла в них нет. Тогда зачем все это? Бывают дети, которые сами с невероятным упорством изучают математику. Только это упорство идет у них от задач, которые дети придумали себе сами. Иногда задачи ставят взрослые. Когда маленький Гаусс учился во 2 классе, он плохо вел себя на уроке. Учитель решил занять ребенка, который ему мешает, и велел Гауссу сложить числа от 1 до 100, думая, что займет Гаусса до конца урока. Однако Гаусс уже через 2 минуты выдал результат 5050. Как ему это удалось? Он придумал способ, как посчитать быстро, объединив числа в пары. Здесь хочу заметить, что все математически одаренные дети, которых я встречала, очень любили считать. В возрасте 7 лет их обычно интересуют способы быстрого счета, завораживают сами числа. Смысл развития математических способностей в этом возрасте – это подобрать различные нестандартные математические задачи, чтобы ребенок самостоятельно находил решение, пока у него нет шаблона мышления, научился мыслить самостоятельно. Основа математического анализа с жизненным опытом ребенка никак не соотносится, и понять физический смысл функции и экстремума ребенок еще не в состоянии, а для развития мышления связь с практическим применением просто необходима. И вот еще один ролик. Вася составляет 4-буквенные слова, в которых есть только буквы Б, Е, Л, К, А.
Причем буква «Б» используется в каждом слове ровно один раз. Каждая из других допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз или не встречаться совсем. Словом считается любая допустимая последовательность букв, не обязательно осмысленная. Сколько существует таких слов, которых может написать Вася? У нас 4 буквы. Значит, должно быть поле 4 на 4. Вот. Дальше. Одна буква «Б». Она уже тут, тут, тут и тут. В остальных случаях есть буква 4. Значит, любой 4 варианта. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Умножаем каждое из них. Это тут будет 64, тут будет 64, тут будет 64, и тут будет 64. А дальше все это нам надо будет просто сложить. Это будет равно 256. То есть ответ 256. Мы посмотрели ролик про то, как мальчик решает задачу на комбинаторику. Такой тип задач должен хорошо подходить детям, занимающимся по системе Тепляковых, так как их решения строятся по формулам и правилам, и можно обойтись без понимания физического смысла. Задача ради конкретной задачи. Ребенок не может обобщать и использовать знания в других контекстах. К своему удивлению, я нашла запись экзамена Алисы Тепляковой по курсу общей психологии. Вопрос билета, мышление и этапы его формирования. И понятия. Это понятийное словесно-логическое мышление формируется в ряд этапов, по крайней мере так считается. А от 0 до 5 лет считается, что проходит стадия эгоцентризма, характерен синкретизм, связь всего со всем, непонимание противоречий, невозможность встать на позицию другого человека, несохранение количества и т.д. А от 5 до 7 лет попарное сравнение, то есть дети могут составить группу из 2 предметов, но третий предмет уже будет связан только с каким-то одним из них. От 7 до 10 лет классификация предметов, но они могут указать конкретный признак, по которому проходила классификация. 11-14 лет несовершенство этого мышления, но оно уже, в общем-то, формируется. И в юношестве оно формируется окончательно. Еще теоретическое. Теоретическое мышление основывается на анализе, объединении некоторых элементов в нечто общее, синтезе, анализ, наоборот, тогда расчленение, синтезе, объединение некоторого в общую закономерность, индукции, если есть в чем-то схожесть с синтезом, тоже имеется некоторое частное проявление, формируется общий как закон. Дедукция имеется, наоборот, общее прогнозирование частного на его основе. И научная абстракция, отвлечение от несущественных признаков для концентрирования на существенных. Экзамен для институтского уровня странный. Обычно при ответе на вопрос о мышлении нужно привести не просто определение мышления и этапы формирования, а рассказать об авторе концепции. Не просто назвать понятие, а объяснить его и привести примеры, сопоставить различные способы мышления, чтобы экзаменатор мог оценить мышление экзаменуемого и уровень понимания материала. Если вам интересна психология мышления, ссылка на лекцию в описании этого ролика. Ирония этого экзамена в том, что Алиса пытается рассказывать об этапах мышления, которые у нее еще не сформировались в силу возраста. 9 женщин за 1 месяц ребенка не родят. О каком понимании материала может идти речь? Теоретическим мышлением ребенок начинает пользоваться после 11 лет. И ей непонятно, что такое анализ и синтез, поэтому она их перепутала. Для понимания процессов мышления, происходящих у человека, нужно не просто описание действий, а осознание того, что я сейчас делаю.
Высокая степень саморефлексии. Так вот, по мнению нашего министерства, теоретических знаний будет достаточно для того, чтобы вы сдали экзамен, на что в конечном счете и нацелено школьное обучение. Да и психологом можно быть уже в 3 года. У нас в студии самый юный психолог. Слушай, давно ли ты занимаешься психологией? Да, давно. Угу. А каких известных психологов ты знаешь? Чилка Френдс. Да. Карла Юнг. А вот как выглядят дети, которым не применяли образовательные траектории и не ставили правильный уровень. Темуджинчик. Тимучинчик. Чингисхан. А когда жил Чингисхан? В 12 и в 13 веке. Давайте проверим. Правильно. Подождите, я про него много чего могу рассказать. Смотрите, его детство было не сладким, он рано потерял отца, раз. Что-то поздновато начал историю. Давай с прадеда начнем, Чингисхана. Прадеда Чингисхана, но он был, как его отец, вожак племени тайшитов. Я пошутил. А вот ответ на вопрос, что делать, когда не уснуть. Никогда не надо думать просто, вот сейчас я засну, вот сейчас осталось 5 часов до моего пробуждения, уже 4,5, надо просто отвлечься и потом сам заснешь. И в завершении хочу сказать, что каждый раз, встречая рекламу образовательной системы Тепляковых, я ловлю себя на мысли, что не понимаю, чего хотят родители. Чтобы дети формально выполнили программу школы, затем формально выполнили программу вуза и пошли работать уже в 18 лет, чтобы мальчики, когда им исполнилось 18 лет, пошли служить в армию уже с бумажкой о высшем образовании? В современном мире чат GPT уже работает в диалоговом режиме. Он решает ряд стандартных задач гораздо лучше многих людей. Например, пишет код простых программ, просто угадывая, о чем его спросили, комбинируя заранее заложенную в него информацию. Однако это не создает новых знаний. Все ответы – комбинация уже придуманного. Что дает заполнение головы ребенка информацией, которую он не способен осмыслить в силу своего возраста? Цена за это – перегруженные мозги и отсутствие нормального детства. А вот для чего это нужно и для чего нужно платить такую цену? Если у вас есть идея, поделитесь, пожалуйста, ей в комментариях. Своими роликами я хочу донести мысль о важности развития ребенка. Такого развития, которое дает детям преимущество, потому что они научаются думать самостоятельно, а следовательно будут успешны как в работе, так и в личной жизни. В заключение я хочу сказать о своем сыне, о котором я говорила в предыдущих роликах. Недавно он защитил докторскую диссертацию и получил докторскую степень по теоретической физике и теперь работает в одной из американских компаний, где ему в первый же день работы предложили самому разобраться в деятельности фирмы и по результатам его собственного анализа проработать перспективные направления развития, сказав, что специально ничего не объясняют, чтобы вместо устоявшихся идей получить свежий взгляд на имеющиеся задачи. Умение самостоятельно мыслить и находить новые решения – это то, что пригодилось ему в первую очередь, когда он пошел на новую работу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Они нам очень помогают в понимании того, что вам действительно интересно. Задавайте вопросы и пишите комментарии. До новых встреч!